Всем привет! Надоели яичница и омлет? У меня для вас есть ответ. Вот так стихами начинается мой ролик, а все потому, что я в замечательном настроении, потому что буду с вами делиться сегодня просто суперовым рецептом, от которого в восторге мои дети и, конечно, вся моя семья, потому что сейчас мы все дома, и еда одна из возможностей скрасить как-то наш досуг, и поэтому питаться по-прежнему нужно полезно, но хочется разнообразнее. И сейчас я покажу, что же я тут такого удумала из самых простых продуктов. Нам понадобится только яйца, немного муки, молока и сыр. Ингредиенты простейшие, а получится ну просто бомба. Начинаем готовить. В чашу для смешивания отправляю 6 яиц, это на 4 порции для двоих детей и для двоих взрослых. В нашей семье такого количества яиц достаточно. Яйца с помощью венчика просто перемешиваю, взбивать их не нужно, а нужно просто смешать. Все очень быстро, как всегда, за это я еще люблю этот рецепт. Теперь добавляю 200 мл молока, еще немножечко перемешиваем. Сейчас я посолю, конечно, по вкусу, немного поперчу, пока дети не видят. Так, еще немного перемешаю. Теперь я постепенно добавляю 3 столовые ложки муки. Я взвесила, это 55 граммов. Муку я добавила. Теперь нам остается просто все перемешать. Как вы видите, все очень-очень быстро. Все уже почти готово. Я добавляю 1 столовую ложку растительного масла, чтобы у нас все хорошо жарилось и не пригорало. Теперь еще разок интенсивно перемешиваю, для того, чтобы смешать яйца. И какие-то комочки муки, если они вдруг у нас остались, тоже размешаются. Сковороду я уже поставила на огонь. Теперь остатками масла из чашечки смазываю сковородку. Смазать нужно 1 раз. Благодаря тому, что мы масло добавили в нашу яично-молочную смесь, они пригорать у нас не будут. На сковороду отправляю 2 половника нашей яичной смеси. Сейчас она сама распределится. И накрываю крышкой, когда жарю с первой стороны. Обратите внимание, я жарю сейчас на среднем огне, для того, чтобы блинчики хорошо поджарились. 200 граммов сыра, у меня тильзитер, натираю на мелкой терке. Прошло 2 минуты, давайте посмотрим. Наш блинчик уже готов к тому, чтобы я его перевернула. Вторую сторону мы жарим без крышки, для того, чтобы блинчик у нас не поднялся, и у нас не получился с вами просто омлет. Еще около минутки для того, чтобы он просто подрумянился. Прошло, наверное, около минутки, и наш первый блинчик готов. Вот он такой красивый с другой стороны получается. А теперь самое вкусное. Пока блинчик еще горячий, посыпаю его мелко натертым сыром. Это очень вкусно. Мои дети просто в восторге, ну и нам тоже с мужем очень понравилось. Вот так просто можно добавить немного разнообразия в свое меню. Опять на сковородку отправляю 2 половника нашей яично-молочной смеси для блинчиков на 2 минутки. Вторую сторону буду жарить также без крышки. Таким образом я сейчас пережарю все блинчики. И самое вкусное, я не только пережарю блинчики, но еще буду складывать их, продолжать стопочкой. И каждый новый блинчик буду посыпать натертым сыром. Наш заключительный блинчик готов. Отправляем его в стопочку. Вы видите, как сыр уже расплавился. Это просто отлично. Видите, последний блинчик у меня получился очень румяный. И сверху его тоже щедро посыпаем сыром. Это будет очень вкусно. Если вы не пробовали, обязательно это приготовьте. Я уверена, что ваши близкие вас поблагодарят. Вы думали, это все? А еще нет. Несмотря на то, что у меня текут уже слюнки, я думаю, как и у вас, отправляем наши вкусные блинчики с сыром на 1,5 минуты в микроволновку, для того, чтобы сыр расплавился и стал восхитительно тягучим. Я думаю, все дети в мире обожают тягучий сыр. Мои не исключение. Через 1,5 минуты увидимся для того, чтобы разрезать наш чудесный яично-сырный торт. И вот 1,5 минуты прошло, я вооружилась ножом для хлеба, он отлично подходит для того, чтобы разрезать вот такой растаявший сыр. И отрезаю отличный кусочек. Вот такая вкуснота. Там много сыра, получается очень-очень вкусно, сочно и не скучно, что, кстати, маловажно в самоизоляции. Завтрак просто отличный, вкусный, быстрый. В общем, именно те завтраки, которые я люблю. И благодаря тому, что там и яйца, и сыр, молоко, такой завтрак зарядит нас энергией, хорошим настроением до самого обеда. А это тоже очень важно. Если вы так же, как и я, любите простые вкусные завтраки, обязательно поддержите нас лайком. Это нам очень
сильно помогает. Кто не подписался, если вдруг такие еще остались, обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропускать вот такие вкусненькие видео. С вами была самоизолированная, но не скучная Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра, конечно же, крепкого здоровья и разнообразных завтраков.